Ребят, всем привет! В данный момент я нахожусь в путешествии по Крыму. И позади меня находится горное озеро, высота которого составляет 610 метров над уровнем моря. В путешествиях часто случается так, что нож у вас сел и перестал резать. На помощь этому может прийти точилка Кадет, которая очень компактная и помещается в небольшой сумке, либо же в небольшом чемоданчике, как в моем случае. Для того, чтобы собрать точилку, необходимо поднять дуговую стойку и зафиксировать сзади винтом, для того, чтобы она у нас не качалась. Установить на левую или на правую сторону, в зависимости от того, какой рукой вам удобнее будет переворачивать рамку. Устанавливаем его на ось. Собираем штангу. Вставляем шарнирный узел. И устанавливаем ограничитель. Ставим на парковку штангу. И, как вы видите, наша точилка собрана менее чем за 2 минуты. Нож у меня от компании Kiesler Supreme со сталью D2. Твердостью порядка 60 единиц по Роквиллу. Сейчас он у меня немножко подсел. И я его буду точить при помощи пластин с алмазным гальваническим напылением, которые идут в комплекте с точилкой Кадет. Для того, чтобы зажать нож в губке, нам понадобится шестигранная отвертка на 4 мм. Мы устанавливаем нож в губки, предварительно расположив их на одной стороне рамки. Затягиваем нож. И нож располагаем таким образом, чтобы линия, соединяющая кончик и пятку, была примерно параллельна рамке. Таким образом мы сохраним ширину нашего подвода, и она будет одинаковой. Так как на ноже отсутствуют какие-либо сколы и замятия, устанавливаем камень корс. Экстракорс мы не используем. Точить будем в тот же самый угол и ориентируемся на след от абразивного камня, который у нас остается на подводе, тем самым попадая в тот же самый угол заточки. После того, как мы попали в угол заточки, фиксируем поворотный механизм и можно приступать к обдирке. Также сразу предупрежу, что точилка у меня может шататься. Это из-за того, что стол у меня сейчас неустойчивый. Но все-таки походный вариант как-никак. Но на заточку это никак не влияет, так как угол заточки у нас остается неизменным. Заусенец отчетливо чувствуется по всей режущей кромке, и можно перевернуть нож. Ставим держатель абразива на парковку, переворачиваем рамку. И все то же самое до появления заусенца с обратной стороны. После того, как мы проточили с двух сторон, меняем камень с корс на камень медиум и постепенно будем уменьшать резку. Также переворачиваем нож, чтобы работать по заусенцу. И точим без изменения угла. Камни у нас работают достаточно быстро, и подъем угла в данном случае не нужен. Закончили работу камнем medium, будем переходить на камень fine. И перед тем, как начать работу, удалим весь шлам и грязь с ножа, для того, чтобы у нас не мешало этой заточке. И продолжаем уменьшать резку. Перешли на последний камень Very Fine и начинаем финиширование. Ну и, конечно же, приступаем к снятию заусенца. По одному разу проходимся с каждой стороны, переворачивая при этом нож. Абсолютно без какого-либо давления на нож. Заточку ножа завершили. Вся заточка заняла не более 5 минут. Ну, давайте попробуем порезать помидорку. Легко. Точилка Кадет отлично справляется со своими задачами в походных условиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну а также, кто узнал это место, я жду ваши комментарии под этим видео.